Это история о том, как один необдуманный поступок может привести к трагическим последствиям, поскольку авиация ошибок не прощает. 23 марта 1994 года в 13 часов 39 минут по Гринвичу из аэропорта Шереметьево вылетел Airbus А310, следовавший по маршруту Москва-Гонконг. На борту самолета находились 75 человек, из которых 63 пассажира и 12 членов экипажа. Это был обычный запланированный международный рейс. Самолетом управлял опытный экипаж, 2 командира и 2 пилот. Все были пилотами первого класса. 39-летний командир Ярослав Кудринский взял на этот рейс 2 своих детей, 15-летнего сына Эльдара и 13-летнюю дочь Яну, поскольку один раз в год авиакомпания «Аэрофлот» предоставляла льготы на перелеты семьям пилотов. Лайнер занял высоту 10 100 метров. Пролетая над Новокузнецком, командир воздушного судна Кудринский позвал в кабину пилотов своих детей. Командир в нарушении инструкций позволил сначала дочери, а затем и сыну сесть в кресло командира воздушного судна, а второй пилот данное нарушение просто проигнорировал. Прежде чем позволить детям занять командирское кресло, Кудринский включил автопилот. Сначала за штурвал села дочь Яна. Она не пыталась предпринимать никаких действий по управлению самолетом. После нее за штурвал сел сын Эльдар. Подросток держался за штурвал, слегка покачивая его из стороны в сторону, что не могло привести к отключению автопилота. Однако в конце концов Эльдар приложил к штурвалу усилия в течение 30 секунд, что привело к частичному отключению автопилота, который перестал подавать команды на элероны, что в свою очередь вызвало неуправляемый крен самолета вправо. До этого данная особенность автопилота Airbus A310 была неизвестна экипажу. Сработала световая сигнализация отключения автопилота, однако экипаж этого просто не заметил. Первым крен самолета заметил Эльдар и сообщил об этом, однако оба профессиональных пилота несколько секунд не могли понять причину нештатного поведения самолета. Лайнер кренился вправо со скоростью около 1,5 градуса в секунду, и вскоре правый крен достиг 45 градусов, что выше допустимого предела. Это вызвало значительные положительные перегрузки 4,8G. Когда члены экипажа заметили, что автопилот отключен, они попытались вновь занять свои места. Вопреки инструкциям, второй пилот отодвинул свое кресло до упора назад, что долго не позволяло ему занять рабочее положение из-за возникших перегрузок. Командир воздушного судна из-за сильных перегрузок и большого угла крена долго не мог попасть в свое кресло. Положение сильно осложнялось тем, что в кресле командира воздушного судна по-прежнему находился 15-летний ребенок, получавший и пытавшийся выполнять разнообразные, непоследовательные и противоречивые команды отца и второго пилота. По данным расшифровки речевого самописца, попытки Эльдара исправить положение сильно затруднялось незнанием пилотского жаргона. В качестве примера приводилась команда «Держи штурвал», которую мальчик принял за команду удерживать штурвал в правом крайнем положении, в то время как пилоты имели в виду команду на выравнивание лайнера. Тем временем крен достиг уже 90 градусов, и лайнер начал терять высоту. С целью не допустить дальнейшего снижения, автопилот увеличил угол тангажа до такой степени, что самолет стал быстро терять скорость и перешел в сваливание. Второй пилот полностью отключил автопилот и сумел вывести самолет из сваливания путем опускания носа. Перегрузка уменьшилась, и командир воздушного судна наконец сумел вытащить сына из своего кресла и занять рабочее место. Пилоты вывели самолет в нормальный режим полета, но не смогли вовремя распознать свое пространственное местоположение. Пролетая на крайне малой высоте, лайнер зацепился за верхушки деревьев и врезался в лес в 20 километрах юго-восточнее Междуреченска. Лайнер полностью разрушился и загорелся. Все 63 пассажира и 12 членов экипажа на его борту погибли. Катастрофа произошла в 2 часа ночи по местному времени, но из-за труднодоступной местности спасатели смогли добраться до места падения самолета
только к 6 утра. Расследованием причин катастрофы занялся Межгосударственный авиационный комитет при участии представителей авиакомпании «Аэрофлот» и компании Airbus. Оба бортовых самописца, найденных на месте катастрофы, обгорели и деформировались, но информация на них сохранилась. До публикации расшифровки бортовых самописцев первые версии причин катастрофы были экзотическими, вплоть до столкновения с НЛО. Предположения эти строились на том, что авиалайнер летел на высоте 10100 метров, четко выдерживал все заданные параметры полета. Никаких аварийных сигналов экипаж не подавал. Информации об отказе каких-либо приборов не поступало. Самолетом управлял опытный экипаж. 22 марта 1995 года Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет по результатам катастрофы. К данной авиакатастрофе привело несколько решающих факторов. Разрешение командирам занять свое рабочее место и вмешиваться в управление самолетом постороннему лицу, своему сыну, не имевшему на то права и соответствующей квалификации. Незамеченного вторым пилотом и командиром факта отсоединения автопилота от проводки управления элеронами, непреднамеренного и незначительного дополнительного поворота штурвала после отсоединения автопилота, что привело к дальнейшему развитию правого крена, неадекватных и неэффективных действий второго пилота, выразившихся в неотключении автопилота и неотдаче штурвала от себя в условиях аэродинамической тряски и нахождения самолета в сложном пространственном положении. По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело, однако оно было прекращено в связи с гибелью обвиняемых. Авиакомпания заявила, что семьям погибших выплатят компенсацию в размере $20 000, но только не все получили обещанную компенсацию.